Всем привет! Как вы, наверное, уже поняли из названия, сегодня в видео речь пойдет о беспроводных наушниках Halo GT1 Pro. Это такая улучшенная версия модели GT1, которая вышла в августе этого года. По сути, различий между обычной версией и Pro не так уж и много. В большей степени они кроются лишь в зарядном кейсе. Но начну я, пожалуй, с самого начала, и мы пойдем по порядку. Итак, вы на канале Blitzkey, меня зовут Влад, давайте начинать. Поставляются наушники в коробке из обычного черного картона, которая сверху покрыта серо-голубой глянцевой обложкой. На передней стороне нанесено изображение самого устройства и название модели, на задней технические характеристики на китайском и английском языках. В самой коробке в мягкой поролоновой проставке уложен кейс с наушниками черного цвета, а рядом лежит небольшая коробочка с кабелем для зарядки и пакетиком со сменными амбушюрами двух типа размеров L и S. Амбушюры размера М надеты на сами наушники. Упаковка простая и компактная, без излишеств. В принципе, ничего большего я не ожидал, все сопоставимо цене данных наушников. Вообще, я не просто так назвал эти наушники именно аналогом, а не конкурентом Redmi AirDots, ведь по сути перед нами продукт от саббренда Xiaomi. Хотя если копнуть глубже, то там не все так однозначно. В разных источниках пишут по-разному, где-то даже было указано, что Halo это дочерняя структура QCY. В общем и целом, чем конкретно является бренд Halo, я так и не понял, но сути это не меняет. Эти наушники действительно очень схожи как по качеству исполнения, так и по качеству звучания с бюджетными Redmi AirDots. Как я уже сказал выше, сам зарядный кейс тут черного цвета. Он изготовлен из такого же пластика, как и кейс наушников Redmi. На крышке гравировкой нанесен логотип Halo, а на нижнем торце указана краткая техническая информация. На передней стороне имеется светодиодный индикатор состояния, выполненный в виде 4 точек. И это первое отличие от обычной версии наушников GT1. В них такого индикатора нет. В обычном режиме при открытии кейса индикатор показывает уровень его заряда. Каждая точка это 25%. В кейсе установлен аккумулятор на 800 мАч. И это второе отличие от обычной версии, в которой емкость аккумулятора составляет всего лишь 310. Но при всем при этом кейс Halo GT1 раза в 1,5 меньше в размере. Хотя я не могу сказать, что Pro-версия имеет уж очень большие габариты. По длине, ширине и высоте тут 72, 37 и 35 мм соответственно. Интерфейс зарядки тут micro-USB. Гнездо находится на задней стороне кейса под петлей крышки. При подключении к зарядному кабелю светодиодные индикаторы начинают поочередно мигать слева направо, после чего мигает уже каждый светодиод по мере заполнения аккумулятора энергией. Время полной зарядки кейса с наушниками составляет примерно около 3 часов, но это и не мудрено при такой емкости аккумулятора. Теперь что касается самих наушников. Внешне они выглядят практически так же, как Redmi AirDots, за одним лишь исключением. Управление в Halo GT1 Pro сенсорное и осуществляется тапами. Однократный тап по любому из наушников запускает трек или ставит его на паузу. Двойной тап по правому наушнику переключает трек вперед, а тоже действие по левому переключает назад. Также двойное касание по любому из наушников при входящем вызове позволяет принять звонок или закончить разговор. Отклонить вызов можно, удерживая палец на одном из наушников более 1 секунды. Тройной тап по любому из наушников вызывает голосового ассистента, Google, Алису или Siri в айфонах. В целом тут управление побогаче, нежели в Redmi AirDots. Для полного счастья недостает лишь регулировки громкости. Что же до удобства такого управления, то тут на любителя. Кому-то нравятся физические кнопки, кому-то сенсоры. Здесь мне хотелось бы отметить лишь одно. Тыльная сторона наушников выполнена в виде гладкой матовой поверхности, на которой никак не выделена область для управления тапами, что немного непривычно. Но как таковых проблем с сенсором у меня не возникло, за исключением первых 20 минут, пока я пытался приноровиться тапать туда, куда нужно. Но со временем начинаешь привыкать и интуитивно понимаешь, как это работает и куда нужно тыкать пальцем. Чуть ниже середины внешней стороны расположились светодиодные индикаторы состояния. Во время сопряжения они начинают мигать белым свечением, а во время зарядки от кейса горят сплошным красным. В каждом наушнике установлено по одному 7-мм драйверу. На внутренней стороне чуть выше середины расположено по 2 контакта для зарядки, а чуть ниже под ними гравировкой нанесены обозначения левого и правого наушника. Подключение к смартфону происходит по классической схеме по интерфейсу Bluetooth 5.0. Необходимо достать наушники из кейса, запустить поиск новых устройств и выбрать Halo GT1 Pro R.
Именно по правому наушнику происходит подключение. Также можно подключить отдельно и левый наушник. Для этого по той же схеме его нужно достать из кейса и произвести новый поиск. Отобразится он как Halo GT1 Pro L. Вы просто его выбираете и выполняете подключение. С моим смартфоном Mi 9 SE по умолчанию наушники работают по кодеку SBC, хотя у производителя заявлено наличие кодека AAC. Вполне возможно, что с другими моделями смартфонов AAC все же будет доступен по умолчанию. Но с моим Mi 9 SE только так. В принципе, качество по SBC вполне себе годно, и я к нему уже привык. Вообще, по звуку тут все настолько идентично с Redmi AirDots, что невольно начинаешь думать, а не одинаковые ли в них внутренние комплектующие. Хоть Redmi AirDots кодек AAC не поддерживает, но реально создается такое ощущение, что в ушах у тебя наушники Redmi, как по посадке, так и по звучанию. В целом, звук для своих денег вполне себе достойный. Имеется в наличии хорошая басовая составляющая, средние частоты тут отчетливые и не перемешиваются. Верхушки тут не выпирают, так что все звучит довольно гармонично. Если по какой-то причине кого-то в звуке что-то не устраивает, то в большинстве случаев это решается подбором других амбушюр. Но лично мне подошли комплектные, ровно как и в Redmi AirDots. По времени работы от одного заряда наушники беспрерывно играли у меня около 3 часов на максимальной громкости и не сели. Я их брал с собой в небольшую поездку на выходные и смог по полной тестировать их в дороге. Единственное, что я не уловил, это точное время зарядки самих наушников от кейса. Примерное время составило чуть больше часа. В них установлены аккумуляторы емкостью 43 мАч, и теоретически от кейса их можно зарядить 9 полноценных раз. Учитывая их время работы, полностью заряженных наушников для повседневного использования хватит надолго. Что же касается стабильности связи, то разрывов соединения мною обнаружено не было, хоть многие говорили, что они возможны, если наушники поместить как-то неправильно в ушной раковине. Не знаю, может быть мне повезло и попался хороший экземпляр. Во время просмотра YouTube отставания звука от видео я также не обнаружил, задержки нет, причем даже во время просмотра онлайн-трансляции. А вот в играх задержка звука есть, но к моему удивлению она не такая большая, как обычно это бывает. Я не знаю, как они этого добились, но теоретически в этих наушниках реально поиграть даже в шутер. Также по старой доброй традиции не могу обойти стороной работу микрофонов в этих наушниках. Друзья, ну а вот так записывают микрофоны в наушниках Halo GT1 Pro. Собственно, давайте проверим, как работают заявленные шумодавы. Я сейчас немножко потихонечку начну прибавлять печку, и вы сможете услышать, как они справляются. Итак, давайте на единичку вот таким вот образом. Ну, не очень слышно. На двоечку уже более так пошло тепло, скажем так. Троечка. И максималочка у меня 4, работает это как турбина. Ну и чтобы вы могли увидеть, какой шум стоит сейчас в данном салоне автомобиля, я вам включу звук вот с этого вот диктофона Sony. Вы услышите этот шум здесь на самом деле довольно громко. Вот таким вот образом работают шумодавы в данных наушниках, как по мне. Вроде как звучит довольно неплохо, учитывая уровень шума, естественно. В принципе, в наушниках заявлена система активного шумоподавления, и в целом по прослушанному могу сказать, что микрофоны тут звучат довольно недурно, учитывая стоимость самих наушников. В любом случае, мое дело показать их работу, ну а в конечном итоге решать все же вам. Ну и подводя некий итог, что могу сказать. Halo GT1 Pro наушники интересные. За свою стоимость они имеют довольно неплохие параметры, и в сравнении с Redmi AirDots спектр функций в них будет пошире, особенно для тех людей, кто хочет именно сенсорное управление. Также для многих будет непременно плюсом наличие такого мощного кейса для зарядки, ведь Redmi AirDots таковым похвастаться не может. Так что лично от себя могу сказать, что Halo GT1 Pro своих денег полностью стоит, и их можно смело брать, они ничуть не хуже наушников Redmi, а по некоторым параметрам даже их превосходят. А на сегодня это все, спасибо вам за просмотр. Если этот ролик был для вас полезен или просто понравился, то не забудьте поставить лайк, это поможет видео двигаться дальше. Также заходите на мой канал, смотрите другие мои видеоролики, обязательно подписывайтесь, если вам было интересно, и не забудьте нажать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну а я с вами ненадолго прощаюсь, всем всего хорошего и до новых встреч. Скоро увидимся, всем пока.